Всем привет, с вами Михаил, авиаблогер из Екатеринбурга. Сегодня 11 января и первый рейс в 2023 году. Сегодня очень холодно, минус 25 градусов, сейчас третий час ночи. И буквально совсем скоро начнется регистрация на первый в этом году рейс из Екатеринбурга в Санкт-Петербург авиакомпании «Победа», которой я уже летал по этому направлению, поэтому еще раз обновим. Этот маршрут вылет в 5:30. Сейчас я пойду в терминал, потому что очень холодно, действительно. Буду греться. Начинается регистрация билетов и оформление багажа на рейс авиакомпании «Победа» 340, вылетающий в Сочи. Приглашаем вас пройти к стойке регистрации.
Здравствуйте, с Новым годом. Пересадка не допускается. Для более комфортного путешествия вы можете воспользоваться услугой выбора места в салоне. Благодарим за внимание. Доброе утро, добро пожаловать. С Новым годом. Спасибо большое за имя. Самолету «Победа». Сам быстро развивающая компания России. Сегодня выполняем рейс 516 из прекрасного города Екатеринбург, прекрасного города Санкт-Петербург. Время пути составит 2 часа 45 минут. Обращаю ваше внимание на строгий запрет любого вида курения, в том числе электронных сигарет. Меня зовут Радмира, я старший бортпроводник экипажа. В салоне вам с удовольствием окажут помощь и содействие мои коллеги Надежда, Анастасия и Маргарита. Время полета составит 2 часа 45 минут. Наш экипаж позаботится о том, чтобы ваш полет был комфортным и безопасным. Мы благодарим вас за выбор авиакомпании «Победа» и желаем вам приятного полета. Дамы и господа, просим вас обратить внимание на демонстрацию аварийно-спасательного оборудования. Светящаяся дорожка указывает направление к аварийным выходам, которые расположены в передней, средней и хвостовой частях самолета. Ближайший аварийный выход может находиться позади вас. При выводении кислородной маски потяните ее на себя, прижмите к носу и рту, дышите нормально. Путешествие с ребенком обеспечьте маской сначала себя, затем ребенка. Ремень безопасности должен быть пристегнут и затянут. Когда включено световое табло, пристегните ремни. Чтобы отстегнуть ремень, поднимите крышку замка. Использование аварийно-спасательного оборудования детально изображено в инструкции перед вами. Благодарим за внимание. Пожалуйста, убедитесь, что ремни безопасности затянуты, откидные столики убраны, а мобильное устройство в авиарежиме. Следите за тем, чтобы ваш ремень безопасности был пристегнут всегда, когда световое табло «Пристегнуть ремни» включено. Напоминаем вам, что курение, в том числе электронных сигарет, а также употребление алкогольных напитков на борту самолета категорически запрещено. Благодарим за внимание. До взлета. Пожалуйста, убедитесь, что ваши ремни безопасности пристегнуты, столики убраны, подлокотники опущены. Желаем вам приятного полета. Отдали нас дальше город. В стране Ижевск останется. Далее полетим на Киров. С Кирова пойдем на Вологду. А с Вологды уже прямая дорога на Санкт-Петербург. Санкт-Петербург всегда считает быть с вами. Ровно по расписанию 6 часов 30 минут. И сейчас напоминаю, что курение, потому что самолет категорически запрещено. Желаю всем приятного полета. называется панелью ECB. Находится в носовой части и также есть в хвостовой части самолета. Здесь мы можем регулировать освещение в салоне, вестибюле. Например, если я нажму на эту кнопку, свет становится ярче. Если я нажму на эту кнопку, мы можем выключить в принципе освещение. Здесь также мы можем посмотреть датчики воды и отходов и регулировать салон с помощью данных датчиков.
с 15 по 30 ряд. Дамы и господа, наш самолет совершил посадку в Санкт-Петербурге. Местное время 6 часов 30 минут. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах с пристегнутыми ремнями безопасности до отключения светового табло «Пристегнуть ремни». Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, we have just landed in St. Petersburg. The local time is 6:30 a.m. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the fasten seatbelt sign is turned up. Thank you. До свидания, спасибо за рейс. Спасибо вам большое.
И каким хотя бы в туалет. Прилетели в Пулково, Санкт-Петербург, летели где-то вроде бы 2:50 примерно. Вкратце по оценкам везде пятерки, везде отлично. Температура воздуха здесь -1, -3, по ощущениям -10, поэтому пойду в терминал греться. Всем пока и хорошей погоды.